Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 20 августа 2018 года. Приближается знаменательная дата в истории. И первый вопрос как раз связан с этим событием. Его задает Иван из Братиславы. Здравствуйте, Валерий Викторович. Приближается 21 августа. Дата, связанная со вступлением войск Варшавского договора в Чехословакию. Однако в 1968 году было много других демонстраций молодых людей, как в Европе, так и в США. Например, во Франции и Германии они пытались свергнуть капиталистическую систему. В США молодежь выступила против войны во Вьетнаме. В Италии это была война забастовок для улучшения условий труда. Можете подробнее объяснить эти события 1968 года? Очень хороший вопрос. И самое главное, постановка правильная. Попытаться рассмотреть события в Чехословакии в 1968 году с точки зрения общего хода вещей глобальной политики в это время. Вот. И именно такой подход, он и дает правильный ответ при рассмотрении любых процессов вообще в мире. Ну, там правильно перечислено в основном фактологическая цепь событий, хотя мотивировочная часть у некоторых этих событий, она не такая, как вот была оглашена, о чем мы тогда и поговорим. А вот, ну, здесь надо еще заметить, что и в Мексике были волнения, вот, они были приурочены к проведению Олимпийских игр. Вообще, 1968 год очень богат на различные события. И вот эти вот события, они в принципе прячут за собой истинную суть управления. И если вот говорить о событиях, связанных с Чехословакией, например, да, и вообще с событиями 1968 года, то нужно понимать, что внешнее проявление не всегда является сутью. И в данном случае, вот если по Чехословакии говорить, то вот есть ряд вопросов, которые, рассматривая которые, всегда упираешься в то, что есть некие предустановочные постулаты, мимо которых, ну, которые как бы являются полностью, ну, аксиомами, которые избежать нельзя. Ну, например, это то, что ввод советских войск или стран Варшавского договора в Чехословакию задушил некую пражскую весну, свободомыслие там и все прочее. И что там была проявлена немыслимая жестокость по отношению к мирным жителям. Да? Но здесь есть два таких момента. Все познается в сравнении. Вот. А во-вторых, нужно смотреть в суть происходящих событий. Если брать предельное количество погибших во время вот этой пражской, когда, так сказать, душили эту пражскую весну, то по самому пределу смогли насчитать 108 погибших. Безусловно, что каждый погибший человек – это трагедия для его близких, родственников, это вообще трагедия. Но не учитывать контекста нельзя. И не понимать происходящих событий тоже нельзя. Вот. И вот в это же время, чтобы можно было понять, о чем идет речь, были студенческие волнения в Мексике на фоне проводившихся Олимпиады. Так там при разгоне вот этих манифестаций студенческих погибло более 300 человек. В этом же 1968 году в резне в Сангми американцы убили более 500 человек, мирных жителей, женщин, детей, там зверства творились немыслимые. Вот. Это
с одной стороны, вот я показываю действия полицейских сил в собственной стране, а с другой стороны вторжение. А теперь давайте посмотрим с этой же точки зрения на то, что происходило в Чехословакии. В Чехословакии ничего подобного в этот момент не было. И квитанций по этому поводу, ВОЗ и маленькая тележка, достаточно забить в интернете жестокость советских войск в Чехословакии в 1968 году, и будет на всех русофобских сайтах огромное количество фотографий. И посмотрите, пожалуйста, на эти фотографии. Но посмотрите с пониманием того, что происходит. Вот посмотрите, как ведет себя толпа, люди, как ведут себя военнослужащие. А сравните вот это с разгоном, вернее, даже не с разгоном, с тем, как себя ведут американские полицейские по отношению к своему же населению. Вот если бы все происходило так, как клевещут на Советский Союз, то погибших в Чехословакии было бы в разы больше. Просто просто в разы больше. Достаточно в любой той ситуации, которая изображена на этих фотографиях, одному военнослужащему из одного автомата применить оружие, расстрелять всего лишь один магазин на 30 патронов по толпе, погибших было бы больше сотни, задавили бы друг друга, убегая. Понимаете, и когда там на себе рвут тельняшку и типа «стреляй в меня», действует только тогда так, когда точно знают, что стрелять не будут. И вот тогда у многих лезет удаль, так называемая, да? Когда знают, что тебе отвечать не будут, и тут проявляют и немыслимую жестокость по отношению к тем же советским военнослужащим, и показывают свою браваду. А где была бравада чешского сопротивления, чешского населения, когда Чехословакия была оккупирована германскими войсками? Вот реальное сравнение. Когда там просто пристрелили, все, не лезут никуда. А тут, когда, зная, что ничего за это не будет, можно проявлять какое-то там геройство. А откуда погибшие? Да потому что кукловоды, которые вывели людей на улицы, заранее запланировали гибель мирного населения. И только героизм, мужество и самопожертвование советских воинов спасло Чехословакию от конкретного кровавого финала, который, например, сейчас на Украине, в Венгрии был в 1956 году. Приведу конкретный пример. Движется советская колонна танковая. И вот на повороте перед мостом провокаторы перед танковой колонной, зная, что у танка не будет возможности затормозить, выдвигают женщин, детей, просто мирных жителей перед танковой колонной. Они же прекрасно все рассчитали. Но не будет возможности у танка затормозить. Танк врежется в людей, и погибнут люди. И будет картинка, шикарная картинка. И будет. Они же рассчитывали как? Они по себе считали. Но за рулем был русский парень, за рычагами танка был русский парень. Был советский солдат. И он принял решение погибнуть, но людей не давить. И он направил в пропасть свой танк. Он погиб вместе с экипажем, остальные затормозили. Но люди не были погибшими. Поэтому те, кто планировал кровавую бойню в Чехословакии, они целенаправленно создавали условия, при которых гибли люди. И они же показали, к чему они ведут Чехословакию. Всем известен случай с русской женщиной, женой словацкого офицера чехословацкой армии. Как ее храбрые, вот обратите внимание, уже оккупированная как бы страна, но нашлись храбрецы, которые напали на женщину, раздели ее догола и погнали по улице на расправу.
А нашлись нормальные чехи, которые отбили эту женщину и вызвали полицию. То есть надо понимать, что были ублюдки и фашисты, которые поднимали так называемую Пражскую весну, а были нормальные чехи, которые хотели нормальной жизни, хотели нормальных человеческих отношений. И именно они поддержали, они увидели в том, что ввод советских войск, войск Варшавского договора, уберег страну от кровавой бойни, в которую ее толкали. Толкали вот те, которые творили беспредел. Вот если бы страна была оккупирована, ни один бы из этих храбрецов не посмел бы и пальцем тронуть женщину. А тут они храбрые. Напали мужики на женщину. Валентина Бегас. Да. Вот. Так вот, вообще по чехословацким событиям можно говорить много. Очень много. И рассматривать их нужно в полной гамме всех событий. А то у нас получается так. Вот уже не первый раз выходят скандалы. В 2015 году по каналу «Россия» показали фильм «Чехословацкое правительство. Протест. Неправильно освещаете. Вы должны каяться. Вы тут говорите, что вы там принесли какое-то благо для Чехословакии, когда уберегли ее от гражданской войны, а вы должны каяться. В 2017 году, в прошлом, «Красная звезда» опубликовала статью о том, что ввод войск был спасением для Чехословакии. Тут же опять протест, возмущение Милоша Земана, которого некоторые считают прорусским там, да, вот. И Медведев лично побежал каяться и говорит: да, вы все правы, ах, какие русские сволочи, ах, какие они там это все. Еще раз говорю, принципиально разные вещи. Если бы страна Чехословакия была оккупирована, то было бы на тех вот условиях, кто бы вообще бы вякнул, кто бы вышел на улицу, кто бы рвал на себе рубашки там. Я не говорю уж про то, что Сангми устроили. Вот там оккупированные американцы были. У русских вообще странная оккупация. Она всегда оккупирует, а после этого страна расцветшая. Дороги построены, заводы работают, школы, детские сады. Культура развита. Национальный язык поднят на другую основу. А мирные протестанты, у них вдруг оказались и коктейли Молотова, и мирные протестанты напали на часового, убили его, а автомат унесли. Ну, мирно протестовали. А вот попробуйте-ка подойти к вооруженному полицейскому. Не к часовому, а к вооруженному полицейскому в Соединенных Штатах. Это вот для сравнения, чтобы не было... А то клеветы выше крыши. Но, повторюсь, здесь нужно много о чем говорить. Единственное, что нужно отметить еще дополнительно, это как бы небольшая такая преамбула к событиям 1968 года, о которых будем говорить. То, что ввод войск Варшавского договора всего лишь на считанные часы опередил ввод войск НАТО в Чехословакию. И когда американцы вторглись в Чехословакию, они попали в танковую засаду уже советских войск. Вот. И вынуждены были ретироваться. А наличие фронтовых операторов, которые победное шествие снимали, объяснили: да мы же просто фильм снимали, как мы тут в Чехословакию в 1945 году входили. Вот. А туда, куда приходят американцы, они всегда приносят одно и то же: кровь и войну. И именно этим обстоятельством было обусловлено то, что страны Варшавского договора опередили со своим вводом и не позволили американцам принести войну в Чехословакию, ввергнув ее в гражданскую войну. Вот. Так вот, события 1968 года. События очень и очень интересные.
Вот. Я уже как-то говорил о том, что есть рэперные точки в истории 20 века и начала 21 века, которые, вот, года, которые предопределяли дальнейшее течение всей истории на планете Земля. Вот. И этими точками я тогда обозначал, это 1927 год, 1956 год, это 1968 год, вот, и его, можно сказать, он длинный, закончившийся 1971 годом, 14 августа 1971 года, обращением Никсона. 2014 год. И вот здесь люди, а вот какие события происходят? Вот там можно ответить, в 1956 году произошло событие, это кто называется? Венгрия. 68-й это Чехословакия, там другие события, кто как отмечает. 2014 год, ну, как бы война на Украине началась, такая, которая угрожает Европе. А в 27-м-то году что? Ну что в 27-м году? Но дело вот в чем, я еще раз говорю. Происходят политические события, которые оказывают влияние на ход всей дальнейшей мировой истории. А вот какими событиями эти политические события прикрыты, это уже вторичный вопрос. И если какие-то такие вот важные события, как в 1956-1968 году, Чехия и Венгрия, это уже вопрос второй. А первым является что? К определенному моменту течение политической жизни на планете и в разных странах подходит к такому рубежу, когда нужно будет кардинальным образом разрешить ту или иную проблему. А и от того, как эта проблема будет разрешена, так и пойдут дальнейшие процессы в мире. И эти процессы в мире будут обрамляться в те или иные формы. Так вот, события, которые происходили в 1968 году, они своими корнями уходят в 1927 год. И прежде чем мы вот на это выйдем, вот там было, значит, против чего манифестовали люди, ну, скажем, во Франции. Так во Франции мы вот просто почитаем лозунги, с какими вышли студенты. Вот. Вот я зачитываю просто. Будьте реалистами, требуйте невозможного. То есть они договариваться никак не хотели. Вообще просто. Дальше. Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрешь с голоду, платят риском помереть со скуки. То есть никаких основ для того, чтобы вот в обществе для них нет, им просто хотелось побузить. То есть исключительно разрушительная основа для того, чтобы побузить. Дальше. Мы не будем ничего требовать и просить, мы возьмем и захватим. Опять только разрушение, ничего позитивного. Как ни проголосуешь на плебисците, да или нет, из тебя все равно сделают козла. То есть абсолютная аполитичность, не участвуй в управлении государством. Ты нужен шефу, а он тебе нет. То есть разрушение любого управления, непонимание взаимосвязи управления и производственных процессов. Дальше. Твое счастье купили, укради его. Вообще чисто бандитская постановка. Под булыжниками мостовой пляж. Булыжник, это мостовую вымостить булыжником, это большой-большой труд. А пляж это просто отдых. То есть давайте разрушим все вокруг булыжниками из мостовой, и все, и песок, и вот отдыхай. Ни бога, ни господина. Это вообще это. Будем жестокими. Живи, не тратя время на работу, радуйся без препятствий. Запрещать запрещено,
Абсолютно вседозволенность, ничего не делай, только разрушай. В обществе, отменившем все авантюры, единственная авантюра – отменить общество. Это куда скатываемся? Культура – это жизнь наоборот. Алкоголь убивает, принимайте ЛСД. Вставай проклятием заклейменный университет. То есть учиться вообще не надо, жить, работать не надо. Смерть ментам. То есть любые ограничения, которые несут вот их проявлению, вот это безудержному разрушению, значит, должны быть пролетарии всех стран. Развлекайтесь, не работайте. Вся власть воображению. И уж это. Звонит будильник. Первое унижение за день. Вот так вот протестовали против капиталистического общества. На самом деле, о чем вообще идет речь? Речь идет о том, чтобы разрушить какую-то управленческую структуру. И разрушали в данном случае управление во Франции, которое в конце концов привело к отставке в следующем году генерала де Голля. Вот. А с чем же все это было связано? Почему же такое разрушение это несло? Повторю, события, которые были в 1968 году, они были продолжением в какой-то степени событий в 1956 году, но корнями они имеют события 1927 года и имеют отношение, впрямую причем отношение, к упавшему на прошлой неделе мосту в Генуе. Так что вообще в 1927 году все это было, начало. Мост в Генуе был построен в 60-е годы, упал сейчас, а почему предопределенность его падения была определена в 1927 году. О чем идет речь? Вот многие события, они скрыты за другими событиями. Так, волнения в Париже студенческие начались 10 мая, ровно в тот день, когда в Париже начались переговоры между Соединенными Штатами и Демократической Республикой Вьетнам по заключению мира. А, повторю, всего лишь 2 месяцами ранее была резня в Сангми, когда американские бравые солдаты, не умея воевать, побеждать на поле боя, убивали женщин и детей. Вот здесь они храбрые, здесь они сильные. И вот эти события, они знаменательны чем? После войны Соединенные Штаты по Бреттон-Вудскому соглашению имели ситуацию, при которой доллар был привязан к золоту, а все остальные валюты были привязаны к доллару. Но однако на войну во Вьетнаме Соединенные Штаты истратили сумму, эквивалентную 311 тысячам тонн золота. Такого количества золота в тот момент в мире в принципе не было. И надо было что-то делать, надо было как-то спасаться. Но каким образом вот эти все события связаны с 27-м годом? Очень просто. Все наверняка знают о ленских приисках и расстреле рабочих на ленских приисках в 1912 году. Но мало кто знает всю, так скажем, содержательную часть, связанную с этим. Опять же, вот я что хочу сказать. Вот по всем этим вопросам, по 1968 году, по чехословацким событиям, потому что я сейчас буду говорить, можно писать огромные труды. Я всего лишь только обозначаю направление деятельности, где искать информацию, как собирать и как это событие происходит, управление происходит с позиции общего хода вещей.
через с позиции концепции общественной безопасности через призму достаточно общей теории управления. Так вот, с 1873 года компанией Лензолото владели Гинзбурги, вот, и это банкирская семья, и все было бы как бы хорошо, но в 1908 году в качестве расширения бизнеса была в Лондоне зарегистрирована компания Лена Голдфилдс в 1908 году. И контрольный и ключевой пакет принадлежал английским банкирам, а России доставался пакет ровно настолько, насколько нужно, чтобы интересы британской короны, британской компании лоббировались в Российской империи. В 1916 году 24 английских и американских компаний объединились и фактически законтролировали производство всего золота в России, в Сибири. Вот этому беспределу в какой-то степени положила конец Великая Октябрьская социалистическая революция, но ненадолго. Уже в 1920 году было принято решение о возобновлении иностранных концессий. И вот здесь наступает самое интересное. В 1925 году концессионный комитет выдает Лене Голдфилдс, заключает с Леной Голдфилдс концессионное соглашение на 30 лет. И причем если в царское время Лена Голдфилдс в Лензолото владела 66%, то по концессионному соглашению, которое было заключено советским правительством, концессионный комитет, это же советское правительство, уже у Лены Голдфилдс было 93%. Кто ж такой умный-то, который заключил такое соглашение, абсолютно невыгодное для Советского Союза, для России? Возглавлял концессионный комитет Лев Давидович Бронштейн-Троцкий. Именно он заключил это соглашение. И это соглашение, оно полностью лежит в логике тех соглашений, которые заключал правительство Ельцина по соглашению о разделе продукции, когда иностранные компании полностью грабят ресурсы страны, и сделать ты ничего не можешь. Но Лена Голдфилдс, она очень интересная компания, и если она так нещадно эксплуатировала своих рабочих в царское время, что привело к тому, что рабочие там восстали, их потом расстреляли, и это послужило прологом к будущей революции, да, то после заключения в 1925 году нового концессионного соглашения она так принялась эксплуатировать рабочих, что в стране начался, в общем-то, такой закономерный вопрос. То есть, а за что мы воевали? Мы воевали за то, чтобы фабрики отдать рабочим, а у нас тут иностранные капиталисты эксплуатируют рабочих так, как это не снилось даже в царское время. И возникало очень серьезное напряжение. А теперь сравните вот эту ситуацию с тем, что происходит сейчас у нас в России. Когда есть определенные действия определенных компаний, а претензии к Путину. А ты реши. А что мог сделать в то время Сталин?
Он не обладал полнотой власти, а он представлял большевиков. А Троцкий, который заключил вот эти соглашения, он работал на интересы англо-американских банкиров. Им нужна была мировая революция. И что там будет с рабочими и с Советским Союзом, их вообще не волновало. С Россией имеется в виду. И вот пришлось большевикам работать в таких сложнейших условиях. Вообще концессионеры грабили везде. И они пытались ухватить все вот это дело. И вот в результате, кстати, и вот этих событий троцкисты проигрывали идеологически. А в 1927 году троцкисты попытались совершить государственный переворот, приуроченный к празднованию 10-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Но эта попытка государственного переворота была полностью разгромлена. И в результате этого Троцкий в январе 1928 года был выслан в ссылку, он был снят со всех постов, был выслан в ссылку в Алма-Ату. Некоторые наиболее буйные сторонники Троцкого тоже были разосланы в ссылку в отдаленные регионы Советского Союза. Вот он вам 27-й год. Поворотный момент, который привел к тому, что изменилось положение, начало меняться положение в мире, начался разгром троцкизма в стране, и еще в 1927 году был заложен Днепрогэс, который показал, что советская власть всерьез и надолго. Так вот, Троцкий не успокоился. Он начал готовить новую попытку государственного переворота, вел активную переписку, и в 1929 году его принудительно выслали из СССР. В 1929 году. После этого троцкистское подполье в СССР подверглось новому удару. И это уже изменило положение Советского Союза в отношении с западными странами, что тут же привело к тому, что в 1930 году концессия Лены Голдфилдс была аннулирована. Вспомните, как Путин боролся с ликвидацией соглашения о разделе продукции. Он использовал тогда силовые министерства, Росприроднадзор и Министерство экологии. Вот. А здесь другими способами. Как только было разгромлено в достаточной мере троцкистское подполье, так тут же, сразу же, концессионное соглашение с Леной Голдфилдс было порушено. Естественно, Великобритания не могла на это дело смотреть спокойно, и тут же британский суд постановил, что советское правительство должно британской компании Лены Голдфилдс 65 миллионов долларов. Ну, советское правительство тоже понимало, что живем не в безвоздушном пространстве, надо как-то налаживать отношения, что какие-то отступные надо будет заплатить, но не 65 миллионов. Были длительные переговоры, и к 1934 году было заключено соглашение, по которому советское правительство обязалось выплатить Лене Голдфилдс 3 миллиона фунтов стерлингов в рассрочку на 20 лет и никаких тебе процентов. Советское правительство начало выполнять это соглашение, но в 1940 году были присоединены Прибалтийские республики. Британия конфисковала золото этих прибалтийских республик
хранившееся у них. И Советский Союз прекратил исполнение вот этого соглашения по Лене Голдфилдс до урегулирования этой проблемы с захватом золотого запаса и золотовалютных резервов, которые хранились на счетах британских банков, прибалтийских республик. Чему я все это рассказываю? Рассказываю я вот это к чему. 5 января началась Пражская весна. 5 января был назначен первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии Дубчик. Назначен он был, его вызвали в Москву, с ним поговорили, назначили, и там уже Чехословацкая компартия просто это проштамповала. Но 5 января 1968 года состоялось и другое событие, более важное, скрытое. 5 января состоялось подписание соглашения между правительством Великобритании и советским правительством, по которому советское правительство признавало долг в 65 миллионов долларов перед Леной Голдфилдс. Этим соглашением полностью была открыта дорога любой реституции собственности иностранных компаний, которые они имели при царском правительстве. Это договор о капитуляции. Естественно, что не воспользоваться таким моментом Запад не мог. И в частности, то, что касается чехословацких событий, то здесь ситуация выглядит следующим образом. В 1956 году были события в Венгрии. И связаны, мы об этом уже говорили, с тем, что в 1955 году Советский Союз в инициативном порядке в качестве жеста доброй воли отдал под управление англо-американского конгломерата Венский центр концентрации управления, базирующийся на библиотеке Габсбургов, хранящей очень многие фолианты, имеющие непосредственное отношение к управлению миром, глобальной политике на протяжении всей истории человечества. Это очень серьезная была уступка. Сделана она была, потому что троцкистское руководство Советского Союза уже тогда мечтало войти в состав просвещенного западного мира. Войти в состав просвещенного западного мира можно было только одним способом: предавая интересы России, народов ее населяющих, сдавая народы России в рабство Западу, что было успешно завершено Михаилом Сергеевичем Горбачевым. То есть после сталинская политика была направлена только на это. И считать предателем Михаила Сергеевича Горбачева ни в коем случае нельзя. Он был верным членом КПСС. Просто деятельностью КПСС было слив России и сдачу России в эксплуатацию Западу. Михаил Сергеевич просто поставил финальную точку. Но слив начался с 1953 года. Я уже об этом говорил в одном из выпусков, по-моему, где-то в мае, вопрос-ответа, когда мы рассматривали события в Венгрии. Да. Так вот, получив одно, Запад захотел сразу же откусить и больший кусок. И если Польша, где тоже начались так называемые либеральные реформы,
откусить никак не получалось, потому что она была окружена Советский Союз, Чехословакия, ГДР. То есть, ну как не зайдешь, то в Венгрию можно было через границу с Австрией вбрасывать еще дееспособный контингент венгерских фашистов, воевавших на территории СССР в составе коалиционных войск гитлеровского рейха. Вот. И эти фашисты устроили бойню в Чехословакии, в Венгрии. Что же касается Чехословакии, то там находился другой центр концентрации управления, это оккультный центр мирового еврейства. И все это в рамках единой Австро-Венгерской империи. И когда Советский Союз захотел, вернее, подписал капитуляцию, то Запад, никогда он не играл в честную с теми, кто хотел сдать Советский Союз. Он всегда их кидал, но вот желание предать СССР, Россию, сдать народ в рабство, отдать ресурсы России на разграбление Западу, у партийно-советской номенклатуры настолько велико было, они же и воспитали и Чубайсов, Шуваловых, Медведевых. Вот посмотрите на их желание, вот во что бы то ни стало, сдать страну, растереть, выслужиться. Вот им плюют в лицо, а они счастливы. Вот. Так вот, желание сдать страну было у советского правительства, но было еще и послесталинская инерция, которую нужно было выждать. Вот. И Запад, видя, что правительство Советского Союза сдает интересы СССР, сдает интересы России и всего социалистического содружества, захотели американцы получить и второй оккультный центр, это в Прагу, оккультный центр мирового еврейства, и ввести войска. И вот когда советское правительство, где, повторю, еще было инерционное движение сталинское, и когда видели, что игра в поддавки не ведет ни к чему хорошему, а там может повториться бойня, вот тогда были введены войска Варшавского договора для предотвращения этой бойни. И всего лишь на очень короткий промежуток времени опередили ввод американских войск в Чехословакию. Вот. Но это только благодаря тому, что еще было достаточно сильно влияние после сталинское в руководстве Советского Союза. И предавать интересы СССР, Советского Союза, троцкисты не могли в полной мере. Так вот, к чему привело разгром троцкистского подполья в СССР в 27-29 годах? Привело к тому, что Советский Союз медленно, но устойчиво прекратил быть сырьевым придатком Запада, а творческий потенциал построения социализма в отдельно взятой стране был настолько велик, что Советский Союз один смог противостоять всему Западу. И после победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, Советский Союз стал де-факто центром концентрации управления, к которому были устремлены взгляды всего мира. И сложившаяся система социалистического содружества – это была объективная данность, которая усиливала Советский Союз. Чтобы разрушить Советский Союз, были запущены две разные модели социализма. Если в республиках соцсодружества Чехословакия, Венгрия, Польша, там, что называется, был запущен колбасный социализм, как вот некоторые
это обзывают. На самом деле это социализм, который больше соотносился со сталинской моделью. Просто на основе вот этой модели там воспитывались западное ориентирование. На примере того, что в Советском Союзе был типа настоящий социализм, где были созданы, целенаправленно создан дефицит и бытовые проблемы. То есть ликвидация сталинской модели социализма привела к тому, что комфортность в Советском Союзе, она неуклонно падала и создавался дефицит. И вот на этом дисбалансе у нас требования перестройки и строить социализм с человеческим лицом, а в странах соцсодружества показывали, а вот он настоящий социализм, давайте стремиться к Западу. На Западе все в шоколаде, все прекрасно. На самом деле на Западе не было все в шоколаде. И чтобы хоть как-то противостоять Советскому Союзу, после Второй мировой войны весь Запад был сконцентрирован под одним управлением, англо-американским. Но даже этого совокупного ресурса не хватало. И вот сейчас рухнул мост в Генуе. А почему он рухнул? Да потому что в 60-е годы строительство в Италии было отдано на откуп мафии. И строилось там в зависимости от того, насколько это было мафиозно и насколько это было государственно, с той или иной степенью прочности. Там, где строилось абсолютно мафиозно и отмывались деньги, вот, там побольше песка, поменьше цемента. Более-менее нормальные строения строились при более-менее нормальных соотношениях песка и цемента. И поэтому здания и сооружения, построенные в одно и то же время, при землетрясениях одни устояли, а другие разрушились. И эту проблему плохого строительства в 60-е годы выявили землетрясения, которые происходят постоянно в Италии, когда множество жертв. Поэтому вопрос о том, что этот мост рухнет, было вопросом времени. Но нужно было создавать иллюзию. Мафиозные структуры строили подешевле, вот, и поменьше ресурсов использовали. Поэтому и закрывали глаза на мафию. Вообще вся организованная преступность – это преступность, которая организована свыше, либо на государственном уровне, либо на надгосударственном уровне. И государственный аппарат либо видит, либо не видит. Ликвидация ниш организованной преступности – это ликвидация потоков. То есть, если нормально посмотреть, вот то, о чем сейчас сказали, а вот эксплуатация велась неправильно. Да, эксплуатация велась неправильно. Вот. Если посмотреть, вы ввели неправильную эксплуатацию, вы неправильно построили, все, здесь больше вам не будет денег. И вся организованная преступность моментально рухнула. И преступность к обычной преступности, ну, к криминалитету, к уличному сведется. А не будет беловоротничковой преступности, где вот этот уличный криминалитет является всего лишь боевыми отрядами, которые решают различные задачи по устранению того или иного неугодного чиновника. Так вот, весь Запад, он напрягся по полной программе противостоять Советскому Союзу. И Советский Союз мог добить, он в этому времени победил идеологически Запад. Он победил. Любые нормально ориентированные государственные деятели того времени, они видели перспективы сотрудничества и развития своих стран по пути, который демонстрирует Советский Союз, страны социалистического содружества, и видели бесперспективность и гиблость под американским руководством. То есть, ну реально, любой государственный деятель смотрели на то, что происходит в Италии, и говорили, ну это до поры до времени.
Придет время, и все это вылезет. Понятно, что с идеологической точки зрения Западу нужно было быть более красивым. Вот. И это все за счет ограбления стран третьего мира, за счет перекачки ресурсов из Советского Союза, стран социалистического содружества, о чем мы уже говорили, постановка вопроса в нашей аналитической записке «Запад и СССР» о том, как реально шла холодная война. Все это было, но приближался коллапс. И этот коллапс, он усиливался людьми государственного склада ума, такими как Де-Голь. И в 1965 году Де-Голь предъявил Соединенным Штатам макулатуру долларовую к оплате на золото. И вот здесь над государственным управлением стало понятно, дальше тянуть нельзя. И быстро-быстро было подготовлено соглашение, по которому Советский Союз будет еще больше отдавать ресурсов на Запад. Это соглашение о признании претензий компании Лена Голдфилдс. Это позволяло выкачивать ресурсы из Советского Союза, но это и была квитанцией о том, что советское правительство капитулирует. И именно поэтому окончательные решения по штатам Орегон, Вашингтон, Калифорния и Аляска, окончательные решения, не смотрите то, что в Википедии написано, когда там приняты, они там стали штатами Соединенных Штатов. Окончательные решения были приняты только после того, как была подписана капитуляция в виде соглашения по признанию требований Лены Голдфилдс. Вот. Это решало двуединую задачу. Но тут же, повторю, Соединенные Штаты захотели откусить гораздо больше. А отдавать под управление Соединенным Штатам два центра концентрации управления, два таких центра информации, библиотеку Габсбурга в Вене и оккультную библиотеку в Праге, оккультный центр мирового еврейства, никак не хотели. За это в 1942 году, повторю, был убит Рейнхард Гейдрих, который попытался этими вопросами заниматься. Прислали из Великобритании двух киллеров, они его убили, а СС, вот чудо, уничтожила всех, кто работал по планам, которые давал Гейдрих. То есть чем занимался Гейдрих в плане оккультного исследования, неизвестно. Потому что всех, вплоть до шахтеров, уничтожили, чтобы никто не смог ничего проболтаться. Так вот, поэтому, естественно, что вот эту инициативу по предотвращению гражданской войны в Чехословакии глобальщики пропустили, но это не значит, что против Советского Союза не было развязана истерия. Так вот, тут же в 1968 году были запущены и другие процессы. И в частности, процесс вот этих вот студенческих волнений, к которым подогнали и забастовку рабочих до 10 миллионов вышло, вот, вообще не понимая, за что и как они там манифестуют, и что они, в общем-то, воюют против собственной страны. И Де-Голля отправили в отставку. Но проблема не была решена. Ресурсов не хватало. Советский Союз идеологически победил Запад в этом противостоянии. И результатом этой победы стало то, что 14 августа 1971 года Ричард Никсон признал, капитулировал, в общем-то, и заявил, что доллар отвязывается от золота и девальвируется доллар. Вот бы Советскому Союзу тут можно было полностью зафиксировать свою идеологическую победу. Однако нет. Советский Союз полностью вписался и сказал: а мы теперь во всем рассчитываемся только в долларе. Все хотели в рублях,
потому что самая устойчивая валюта, самое устойчивое развитие экономики. Все, вот только одни примеры. Но руководство было предатели, сплошняком предатели. И Брежнев, и Суслов, и все остальные. Вот. А они заявили, нет, все, наша цель разрушения Советского Союза, сделать из Советского Союза России сырьевой придаток Запада, а самим быть халуями перед Западом. Чего наследники Чубайс, Кудрин, Гайдар, Шувалов, Медведев и прочие наконец-то добились. Быть халуями у Запада, а страну грабить. А какие последствия для страны это будет, их это не волновало. Вот это вот так вот коротко по событиям 1968 года. Повторю, события очень интересные. Рассматривать их можно с любого аспекта. Там и чемпионат Европы уникальнейший прошел. И чего только там не было в 1968 году. Убийство Мартина Лютера Кинга, убийство Роберта Кеннеди, декларация о создании Черной Америки. Там просто колоссально. Это будет один из таких переломных этапов. То, что он выразился вот в таких вот моментах проявления, это результат того, что накопились нерешенные проблемы для Запада, которые нужно было решать другим способом. Вот внешней. Но чтобы это не угрожало западной устойчивости, я читал лозунги. Как против капитализма манифестовали рабочие и студенты в Париже. Но они снесли государственное управление, которое представляло угрозу не только Соединенным Штатам, но и глобальному управлению, потому что Де-Голь ориентировался на сотрудничество с Советским Союзом. И если бы это сотрудничество углублялось, Де-Голь мог и не позволить так явно сливать интересы всего мира в угоду надгосударственному управлению. И в 1971 году Де-Голь мог добиться, чтобы расчеты шли не в долларах, а в рублях. Поэтому его надо было убирать заранее. Почти час. Только на первый вопрос. У нас еще несколько вопросов. И следующий... Это, извините, очень коротко. Бегом, прям буквально по самым таким вершкам.